с ума сошел? Получилось управление корявое. Приветствуем вас на канале Profis Nice Life. Меня зовут Сергей. И вот у нас на обзоре очередная лодка. Это RIP Riverboat 430 с лодочным мотором Tohatsu 18, двухтактный. И вот, несмотря на межсезонье, завершился очередной проектик. Мы сейчас его вам покажем, расчехлимся, спустимся на воду, вот, где мы посмотрим, как она идет, какая скорость. Покажу то, что мы с ней сделали. RIP Riverboat 430, значит, он пришел в базовой комплектации. Надувным дном тебе надо было, да? Там ножичком аккуратно, не... Да заклеим, у нас клей есть. Здесь не было ни ручек, ни уключен, ни держалок весла. Это преднамеренно было сделано, чтобы мы могли уже спокойно устанавливать все туда, куда нам нужно. Это вот такой вариант мы всегда заказываем с завода, для того, чтобы уже дистанцию мы могли спокойно ставить посты управления, рундуки туда, где нам это необходимо. Мечты сбываются. Слушаем, да? О, слышишь, шипит, шипит. Реально. Горошку поел, что ли? Тихо. Практически не шипит. Ну, потому что пока долго накачивались, и быстрее бы накачались, прикололись бы над ренатом, а так, видишь... А в чем прикол-то, расскажите, не понял, в чем прикол? Когда рип накачиваешь, Новый. рип, вот первая накачка, после того, как он уже прикатанный весь, он начинает шипеть. Такое впечатление, что где-то травит, или дырка там. А это уходит воздух между баллонами и корпусом. Установили носовую площадку. Это идет как доп. Опция. В базовой комплектации RIP идет без носовой площадки. На нее поставили лебедочку Сипро 45-ю с быстрым сбросом. Удлинили площадку под руль, сделали вот такую пластину из нержавеющей стали. Вот тут пятерочка, наверное, толщина, очень прочная, крепкая. Это было сделано для того, чтобы якорь не бился об, собственно, вот эту носовую площадку. Сразу заменили рульс, тот, который был в комплектации, на вот такой вот ролик. Он идет для прицепов упорный под киль, то есть он очень прочный, ну сноса ему нету практически. Установили сюда же утку швартовую из нержавейки 125 миллиметров. Для крепления поставили здесь технологический люк, чтобы был доступ к болтам, чтобы все четко закрепить. Также в случае какого-то ремонта, чтобы можно было легко демонтировать лебедку. Провода у нас здесь выходят, они идут в рундук и потом по борту, по этим туннелям уходят уже, собственно, к аккумулятору. В передний рундук мы установили топливный бак, сделали здесь второй пол, чтобы он хорошо стоял, держался, все, он закреплен четко. А сколько бак стоит? Он тоже, она не дешевая. 3000. То на то и выйдет. Ну давай тогда вперед бак тогда, а сюда аккумулятор. Это все вымерять, закладывать низ фанеру, потом сделать ребра из бруска и сверху фанеру еще вырезать, вымерять, закладывать. И тогда сделать на них ремни, поставить бак и закрепить. И у тебя утяжеляется нос. В дальнейшем, если ты решишь поставить полтинник, да, как ты хочешь, там Хонду или что? Не полтинник, 40 хотел. 40, да. Да, 30-ку хотел. Да, будет хорошо. А если 40-ку хоть, но двухтактную? Ты с ума сошел? Жрать будет?
Дожирать будет, вонять будет. Вот здесь также сделана подготовка уже под ходовые огни. Потом уже, когда мы уже все установим, мы это уже загоним в гофру, чтобы все тоже было культурненько, все смотрелось. Поставили сюда уключены, чтобы можно было грести с носа спокойно. Как видите, они абсолютно хорошо встают, не мешает рулевой консоли ничего, все четко закрепляется. Поставили консоль, поставили эхолот, все подключили, сделали держатель под пульт для лебедки. Потом в дальнейшем наверняка сюда уже станет тахометр, мы так предполагаем. И клавиши уже будут задействованы и под ходовые огни, и под топовый огонь. Здесь пока работает одна клавиша, это у нас осушительная помпа. Здесь у нас будут потом ходовые огни, топовый огонь. Запитали прикуриватель. Значит, здесь можно уже там с переходниками на USB и так далее. Дальше переходим к машинке, к самой нашей больной теме. Ну как ты будешь газ, блин? Ну на себя будешь газовать? Не, ну если хочешь, мы тебя сделаем. Да, пусть на себя, мне что, какая разница. Наш близкий товарищ Ренат тут решил сэкономить. Конечно, все у нас получилось, управление корявое. Мы это знаем, но мы вынуждены были сделать именно так, по той простой причине, что в ближайшем будущем здесь будет ставиться уже 30-сильный мотор, здесь будет ставиться уже нормальная полноценная машинка газреверса. Подача газа идет на себя. Если сделать так, чтобы подача газа шла вперед, нам пришлось бы вот эти троса газреверса выводить с этой стороны под консоль, делать петлю, возвращаться. Пришло бы времени ставить 30-ку, то нам бы пришлось менять троса. Это попадос на деньги. Чтобы не было попадоса, Ренат у нас согласился, что ай, да и так сойдет, я и так погазую, ничего страшного. Это решение временное, поэтому решили пока оставим так, как есть. Ну, покатается газ назад. Рундук установили его сюда. Предполагается, что ловить в заброс можно будет спокойно из задней площадки. Сделали вот такой спинку мягкую. Вот, она снимается. Здесь у нас змейка есть. Вот, и накладка такая. Вот открываем. Значит, здесь мы поставили аккумуляторный ящик, разводка массы. Все уложили вот так в гофры, чтобы сюда можно закрепили. И сюда можно спокойно складывать любые вещи. Тут ничего не повредится. Видите, я здесь спокойно стою. Здесь можно спокойно ловить заброс. То есть вот место. Захотел, я могу сесть. О, очень удобно. Сидишь себе. Мы специально этого добивались, чтобы здесь именно было такое вот место для того, чтобы можно было ловить заброс. Вот, я спокойно стою, можно спокойно рыбу ловить. Место здесь вполне. Так что с носа лови, с кормы лови, в середине. То есть тут втроем можно спокойно рыбачить, друг другу не мешая. Кокпит большой, глубокий. То есть можно спокойно на борт сесть и абсолютно комфортно себя чувствовать. Мотор у нас был изначально подрумпельное управление. Значит, мы здесь сюда поставили оригинальный установочный комплект под троса газреверс. Поставили выпрямитель. Вывели его на заряд аккумулятора. Все у нас тут через розеточку. Троса газреверс мы тоже так красиво завели. Причем, что газреверс троса здесь, чтобы все идеально получилось, они должны быть разных размеров. Потому что тот дальний фитинг, ему будет рост либо короткий там уже, а здесь будет длинный. Поэтому нам пришлось брать здесь разные размеры. Мы мотор подняли примерно на 3 сантиметра. Для того, чтобы поймать максимальное КПД его старались выводить максимально антигравитационную плиту ровень под самый вот киль, под низ киля. Пятку эхолота или датчик эхолота, как его правильно называть, поставили сюда, уже стационарно закрепили на транец. Его немножко
подняли от дна для того, чтобы избежать удара воды об пятку и личного этого фонтанирования такого. Что касается прицепа, сейчас мы лодку спустим на воду и выставим уже прицеп, ложементы конкретно под корпус лодки, чтобы он все четенько стоял. Мы сделаем его вот под эти вот упоры. Ну что, еще нет? О, все, уезжай. Резюмируем наши покатушки. Но с данным мотором 18-сильным вдвоем, вернее, одному сначала. Да, один человек. Один человек это просто идеалити. 43 км в час выдала она. Вдвоем мы поехали 39. 39 Было, да, максималка у нас. На глиссер выходит шикарно, что вдвоем, что одному, разницы нет. Дельфинов никаких нет. Лодка идет очень стабильно, держит хорошо свой курс. Вот, маневренность очень хорошая, хорошо закладывается во внутренний радиус. В общем, втроем ему уже тяжеловато, поэтому нам максималку выдала 27 километров. По течению было 32. 32 по течению, да, максималка. против течения 25 где-то было, да? Да. Вот. 5-21. Да. Ну, будет 30-ка, это уже будут другие показатели. Ну вот, а так, в принципе, вот очень понравилось. Ну, Ренат, тебе понравилось? Не, лодка классная. Но я говорю, я вот ее испытаю конкретно на Ну, это рыбалке, и это будет все, ясно. конечно, приложенные золотые руки профиснасти, правильно выставленный мотор, и вот он КПД хороший. Вот, так что всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Будем дальше работать для вас. Я подкачивал вроде. Вроде подкачивал. Вот так должен Тахадзе работать. На холодную, с первого тычка. Пусть немножко прогреется. Японец. Аура хорошая у моторов, купленных в профиснасть. Все работают четенько.
Никаких гарантийных случаев. Где деревяшку найти?